Путин заговорил по-американски. Спецпосланник из Штатов привез последнее предложение Трампа. Что в нем? Мне более вероятным кажется то, что США просто выйдут из переговоров. Дмитриев гуляет с Уиткофом по Арбату. Что Кремль в этот раз покажет гостю из Америки? А вот Украина в это время взрывает в Москве генерала. Разве это дружелюбный шаг? Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN нас можно найти по подсказке в самом низу описания. 4-й раз представитель Трампа в России для встречи с Путиным. Программа в Москве похожа на то, как 2 неделями ранее Уиткофа встречали в Петербурге. Кирилл Дмитриев на разогреве, прогулка по Арбату, далее, а после лучезарные улыбки, рукопожатия и тот самый 5-метровый стол. Им Путин, напомню, отгораживался от Макрона во время ковида. Но сегодня, и только сегодня, пишет пресс-служба Кремля, Путина от гостя отделяет не длина, а ширина стола. Всего 2,5 метра. Посланника Путин, кстати, приветствует на английском языке. Это отмечают российские государственные газеты. Западные же газеты напоминают, что Трамп ставил Путину и Зеленскому дедлайн. Время поджимает. И вот финальное предложение в Москве. Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов? Очередная переговорная неделя подходит к концу. Стив Уиткоф уже приземлился в Москве. Прибыл он на встречу с Путиным. На этот раз привез, как утверждается, финальные условия сделки США по Украине. Лавров прокомментировал позицию России. Президент США считает, и я думаю справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Мы готовы заключить сделку, но есть еще моменты, которые необходимо доработать. Как говорит Трамп, хорошая сделка возможна, если обе стороны уйдут немного обиженными. По информации инсайдеров Bloomberg и Financial Times, в финальную версию сделки войдут территориальные уступки. Путин откажется от претензий на административные территории оккупированных регионов, но Украине придется отказаться от частей Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Аннексированный Крым в составе России, Украины и ее европейские союзники признавать отказались. Сам Трамп говорит, что это и не требуется. Кроме того, отдельно стоит вопрос о Запорожской АЭС, безопасность которой планирует контролировать Америка. Но пока соглашение не подписали, можно продолжать войну. Возможно, именно так рассуждает Владимир Путин. «24 апреля Киев подвергся массированной ракетной атаке. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 90 ранены. Все это за день до визита Уиткофа с финальной сделкой в Москву. Дональд Трамп много чего говорил о Путине после возвращения в Белый дом, но ни разу не обращался лично. «Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановись. По 5000 солдат в неделю погибают. Давай заключим мирный договор». Газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме, утверждает, что Трамп втайне раздражен Путиным, мол, тот не проявляет большей гибкости в вопросах мира. Но Трамп не был бы Трампом, если спустя несколько часов после общения с премьер-министром Норвегии на вопрос журналистов об уступках России не ответил бы так. Прекращение войны, отказ от захвата всей страны. Довольно большая уступка. О компромиссах на этой неделе много говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Уступки по крымскому вопросу, помимо прочего, не позволяет Конституция, а признание части территорий временно оккупированными уже зафиксировано в ответном предложении Украины по мирной сделке после переговоров в Лондоне. За несколько дней до этой встречи Зеленский дал интервью американскому консервативному деятелю Бену Шапиро. Мы стремимся к общему пониманию, что агрессором является Россия, а не мы. Мы очень хотим, чтобы Соединенные Штаты не искали баланса в этих словах. Я понимаю, чего хочет президент Дональд Трамп. Я глубоко уважаю тот факт, что он ищет свой подход. Разговор касался тем, которые больше всего интересуют республиканцев США.
что происходит с деньгами Штатов и коррупцией в Украине. Инспекторы из США, Европы, а также наши собственные, они работают. У нас полная отчетность, учет, все абсолютно прозрачно в рамках Министерства обороны. Есть доступ ко всем цифрам, начиная с первого года войны. Доступ всегда был. Зеленский также отметил, что Россия хочет уничтожения США. Россияне всегда хотели и хотят уничтожения Соединенных Штатов. Мы родились в Советском Союзе. Мы все это проходили в школах. Как Украина реагирует на финальное предложение, мы поговорим с политологом Яном Веселовым. Ян, здравствуйте. Здравствуйте. Незадолго до визита Уиткофа в Москву агентство Рейтер публиковало сопоставление планов от Америки и планов совместного от Европы и Украины. Как думаете, по каким пунктам США, Украина, Россия сойдутся, а где будут прям сильные разногласия? Самый принципиальный вопрос касается, наверное, территории, потому что американская сторона настаивает на том, что американцы признают за Россией Крым юридически, а оккупированные территории они признают как фактический контроль. Украинцы и европейская сторона настаивают на том, что давайте вначале обеспечим перемирие, а будем потом уже дальше договариваться. Тут забавно, да, что как-то стороны поменялись, что изначально американцы выступали за перемирие, а потом договариваться, а украинцы и европейцы настаивали на перемирии, на полнейшем соглашении, да, каком-то, а потом уже говорить о прекращении огня. Конечно, ключевой вопрос будет гарантии безопасности тоже, потому что вот в том предложении, которое американская сторона предлагает, там в довольно обтекаемых формулировках сказано, что друзья и союзники Украины предложат какие-то гарантии безопасности, и вот они будут достигнуты. Европейцы и украинцы в своем предложении настаивают, что США тоже должны присоединиться к этим гарантиям, но вряд ли американскую сторону это заинтересует. Мне кажется, они уже неоднократно говорили о том, что с их стороны никаких гарантий безопасности не будет. Опять же, есть вопрос компенсаций возможных. Американцы говорят о том, что тоже в очень обтекаемой формулировке, что будут какие-то компенсации для Украины. Европейцы настаивают на том, что должны быть более четко прописаны, например, использование замороженных активов России. Откуда вообще сейчас берется вот эта обтекаемость? Если смотреть все заявления, которые были на этой неделе, они действительно очень неконкретные. Хотя Дональд Трамп говорит, что вот 100 дней подходит к концу, дедлайн есть. Все, пора бы уже четкие требования говорить, четкие рамки, но все равно, когда задают ответы, уходят сначала на какого-нибудь Рубио, он отвечает плавно, что-то... в общем, нельзя сказать что-то конкретно. Почему до сих пор так? У американской стороны есть ощущение, что чем более обтекаемыми будут формулировки, тем проще сторонам будет на них согласиться. Потому что дьявол всегда кроется в деталях, и когда доходит до деталей, оказывается, что в общем-то, мало кого устраивает то, что предлагается уже конкретно. Поэтому выбираются очень обтекаемые детали, но мы видим, что это все равно не очень помогает. Что есть вот украинско-европейское предложение, которое как раз пытается эти детали туда добавить, раскрыть эти обтекаемые моменты и наполнить их действительно уже каким-то содержанием. Но проблема в том, что как только они наполняются конкретным содержанием, то они становятся неприемлемы уже для Москвы, которая имеет свои требования, которые для Украины и Европы неприемлемы, а американцы пытаются вот как-то так их наивно, что ли, примирить, и примирить, на самом деле, по большей части, уступая в основном требованиям именно российским. И на этой неделе, не знаю, можно ли это назвать событием или нет, но многие отмечают, что впервые за несколько месяцев переговоров Трамп не то чтобы осудил, но мягко раскритиковал Владимира. Я полагаю, что в том посте речь шла про Владимира Путина, но там фамилии не было, к сожалению. Но украинские чиновники, как пишет Бильд, все равно ждут от Америки худшего. Я процитирую. «Мы надеялись, что это была всего лишь его переговорная тактика Дональда Трампа, но он не давит на Путина, не вводит никаких санкций, даже не выражает публичного возмущения по поводу жестоких атак на мирных граждан Украины». Имя чиновника Бильд не приводит. Как вы думаете, почему Трамп не использует какие-то долгосрочные, серьезные рычаги давления? Последние месяцы наблюдаем вот такие какие-то эмоциональные качели со стороны Дональда Трампа, о том, что вроде как соглашение уже буквально на днях будет, потом с угрозой выйти из процесса переговоров, то с претензиями к Владимиру Зеленскому,
то с претензиями к Владимиру Путину. И, в общем, при этом нет никакой действительно конкретики и определенности. Многие сейчас ломают голову, почему нет давления на Москву со стороны Вашингтона, хотя, в общем, многие механизмы, которые можно использовать, и сам Трамп, и чиновники его администрации проговаривали. И дополнительные санкции, в том числе в отношении энергетического сектора, потому что они настаивали, что те санкции при Байдене, они были неэффективны, они были плохие, и можно их действительно использовать эффективно и хорошо, так что они повлияют на российскую сторону. И был изначальный план Кита Келлога, да, в котором предполагалось, что Россию будут пытаться усадить за стол переговоров угрозой повышения военной помощи Киеву, но всего этого не случилось, мне кажется, просто потому, что Трамп вот очень... Тут сказать банально, тут сказать примитивно, смотрит на отношения международные с позиции исключительной силы слабости. Соответственно, есть сильный в переговорах, есть слабый. И сильный должен диктовать свои условия и получать больше. Для него сильным в этих переговорах является Москва, поэтому для нее такое более благоприятное, что ли, отношение, как мне кажется. Ян, а ждете ли вы более сильного давления на Москву после того, как у Трампа истекут первые 100 дней его на посту президента? Не очень верю, на самом деле. Мне более вероятным кажется то, что США просто выйдут из переговоров. Потому что вообще сама эта угроза выйти из переговоров, по ощущениям, она как будто давит больше не на Киев, который, как мне кажется, уже от Вашингтона особо ничего не ждет. Ни военной помощи, ни экономической помощи, ни даже каких-то гарантий безопасности, особенно учитывая, да, вот все эти обсуждения вокруг соглашения по полезным ископаемым, которое в разном виде уже присутствовало, но в последнем виде выглядело действительно как соглашение о какой-то контрибуции проигравшей стороной. И это, наверное, больше давит на Москву, потому что пока США остаются в процессе переговоров, Россия может получить большие уступки, чем нежели в аналогичном процессе переговоров, если там останется только Украина и их европейские партнеры. Ян, спасибо за ваши ответы. Политолог Ян Веселов объяснял, что Украина ждет от так называемых финальных предложений и от дальнейших действий Штатов. Любопытно, что подвоха не ждет Россия. Если посмотреть телевидение, то Америку там больше не называют ни коварным врагом, ни даже соперником, а чиновники, наоборот, ругают тех, кто, по их мнению, сомневается в Америке и ее миротворческих усилиях. Уважаемый Владимир Владимирович. Служба внешней разведки России обвинила Фонд борьбы с коррупцией, а также издание «Проект» и «Медуза» в подрыве миротворческих усилий президента США Дональда Трампа, якобы под патронажем британских и французских спецслужб. Результаты этих фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и торпедирования переговорного процесса по мирному урегулированию кризиса на Украине. Подобная грязная кампания убеждает, что европейцы не делают выводов из прежних просчетов и ошибок либерал-глобалистов. СВР также напомнила, что Трампа уже обвиняли в тесных связях с Россией, однако, говорится в сообщении службы, эти попытки оказались смехотворными, а европейские спецслужбы наступают на старые грабли. Не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не уже столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом. Еще недавно в так называемый коллективный Запад российские власти включали прежде всего Соединенные Штаты и прямо обвиняли США в том, что они воюют против России. Вот, например, что говорил Владимир Путин в июле 2022 года. Так называемый коллективный Запад во главе США на протяжении десятилетий ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. Однако после возвращения в Белый дом Дональда Трампа и особенно после того, как замаячила перспектива переговоров президентов США и России, российская риторика резко поменялась. Теперь США не предводитель коллективного Запада, а российский партнер и друг. Ключевой объект ненависти обновлен. Для Трампа Путин абсолютно понятный, в его базовых ценностях, близкий по набору базовых ценностей руководитель страны. А Европа кто? Европа же абсолютно безбожная. Европа, которая
предала христианские ценности. Для Трампа Европа враг. Российская пропаганда сосредоточилась исключительно на Европе. Особенно достается Франции и Великобритании, чьи лидеры говорили о возможной отправке своих войск в Украину по завершении конфликта. Теперь весь мир – театр для Трампа, а пьесы пишут британцы, уверена глава Russia Today Маргарита Симоньян, рассуждая о так называемых провокациях после российского удара по Кривому Рогу. Ну, если у них хватит таланта, у бритишей в первую очередь, а это все-таки талантливый народ, да, и драматургия у них. Ну, в современном мире, если не брать античность, то можно сказать, что британцы, они отцы и матери вообще драматургии. Шекспир же все-таки придумал всю, можно сказать, современную драматургию, драматургические ходы. Российские удары по Кривому Рогу, Сумам и Одессе позже признал даже Владимир Путин. Ну а мы от пьес вернемся к политике. Что же финальные предложения по миру означают для Дональда Трампа, мы обсудим с политологом Борисом Пастуховым. Борис, здравствуйте. Добрый день. Я полагаю, что финальные предложения Трампа можно рассматривать через призму 100 дней, что они подходят к концу, и президенту нужен какой-то результат. А что, если результата не будет? Насколько результат именно по этому вопросу важен Дональду Трампу? Я думаю, что в ситуации, где Трамп сейчас оказался, а он оказался втянут в борьбу на нескольких фронтах одновременно. Прежде всего, конечно, это фронт тарифный, скажем так, пошлинный. Ему было бы очень полезно получить результат от переговоров, потому что ему было бы что предъявить как большую победу. Но, в принципе, сиюминутно, если он этот результат не получит, то ему важнее иметь повод красиво умыть руки и уйти из этой истории, по крайней мере, временно, сказав, что вот он сделал лучшую сделку, стороны не договорились, еще лучше, если виновата в этом оказалась Украина, по его интерпретации, да, тем более он сделал все, что мог. И мы уже видим, как он наступает, перекладывая эту войну на Байдена, называет это войной Байдена. Другой вопрос, что у меня есть глубокое убеждение, что дальнейшее развитие событий может заставить Трампа вернуться обратно в эту колею, потому что он волен игнорировать украинскую тему и вообще в целом сказать, что все плохо, руки умываю, до тех пор, пока эта тема не волнует его избирателей. А эта тема не волнует его избирателей, пока там не начнутся такие, скажем так, картинки, назовем таким словом, которые будут невозможно проигнорировать. То есть мы понимаем, что и предыдущие моменты, когда уходила повестка украинская на второй план на Западе, случались события вроде Бучи, которые возвращали ее обратно в объективы телекамер, а после этого и в повестку для населения. И отказ США предоставлять помощь Украине может, к сожалению, довольно быстро привести к ситуации, когда негативные последствия этого шага станут очевидны всем, включая избирателей Трампа. Мы видели, как Трамп реагировал на недавний обстрел Киева, но это недостаточно, чтобы и избиратели отреагировали. Ну, смотрите, это, во-первых, все-таки разовая история. Во-вторых, он отреагировал. Он уже отреагировал, хотя, казалось бы, он явно пытается это не делать, и мы видели, что и американское посольство обвиняли в том, что оно перестало должным образом реагировать на обстрелы, которые происходят, и были твиты посольства официальные с соболезнованием, но без объяснения того, кто нанес удар. Опять же, это отдельная история. Я не очень понимаю, почему необходимо указывать, что удар был российский, чей еще это мог быть удар ракетный по Киеву, но тем не менее. И мы понимаем, что ему пришлось реагировать. Но надо дать себе отчет о том, что это не первый обстрел Киева. И Трамп, который говорит, что в неделю гибнет 5000 человек, если я правильно помню цифру, которую он назвал, понятно, что гибель 9-10 человек в Киеве не является сенсацией. Если бы это был первый удар России по Украине, эта сенсация бы была. На 4-м году войны это уже, в общем, к сожалению, печальная рутина. Но если мы увидим ситуацию, в которой Америка вышла с переговоров, а Украина продолжила бороться, и Россия начинает новое наступление, и это все обретает некоторый масштаб, объем, как бы ужасно это не было говорить, это ужасно, эти картинки будут гораздо более заметные в
том числе и для американской публики. Вот есть картинки еще от российской стороны, например, храм в Новом Иерусалиме. Россия обвиняет, что украинские дроны спалили деревянную церковь. Также сегодня я вижу западная пресса, когда печатает новости о приезде Уиткофа в Москву, следующим абзацем, Financial Times, например, сошлюсь, идет, что в Москве взорвался автомобиль и убило осколками генерала Генштаба по фамилии Москалик. Вот такая картинка влияет как-то на Дональда Трампа, на его избирателей? Эта картинка, безусловно, помогает Трампу. То есть надо понимать, что она помогает Трампу, потому что, конечно, если человек пытается придумать повод, сразу, как говорится, придумать повод для того, чтобы объяснить, что переговоры срывает Украина, то что еще нужно? Все-таки он же автомобиль генерала не подорвался в Москве, он же не ехал и недавно подорвался. Он был подорван, и это, как известно по старому анекдоту, две большие разницы. Поэтому понятно, что с точки зрения пиара, скажем так, команды Трампа, даже если не его самого, вот приехал представитель Америки договариваться с Россией об условиях, а вот Украина в это время взрывает в Москве генерала. Разве это дружелюбный шаг? Понятно, что с точки зрения Украины сам установка вопроса звучит абсурдно, потому что какой дружелюбный шаг, какое же дружелюбие, 4-й год война идет. И взорвали часть генерала, а не случайной ракетой по центру города ударили. Но с точки зрения того, как Трамп будет это продавать, да, конечно, это довольно неприятная картинка для тех, кто пытается поддержать. А почему ему важно именно показать, что Украина не идет на мир? Почему он не может показать, что вот пытался с Путиным, но Путин не идет на мир? Слушай, по разным причинам. Во-первых, потому что если на мир не идет Путин, то это показывает его слабым человеком, который не смог уломать Путина, как обещал. Если на мир не идет Украина, то он как бы говорит: ребят, ну вот тут безумцы, они сами себе на голову это устраивают. Ну, потому что если бы он не мог договориться с Путиным, а Украина наступала, опять же, можно было говорить, что я с Путиным не договорился, и поэтому теперь вы видите, как украинские войска там наступают на Тамбов. Ну, вот, сами виноваты. А поскольку мы видим отнюдь не украинские войска, а отнюдь не на Тамбов, то, конечно, если ты говоришь, что виновата Украина, ты выглядишь как более сильного. Во-вторых, есть еще одна история. Как и в первый срок, когда его обвиняли много в сговоре с Россией, и по итогу ему пришлось по многим позициям занять более жесткую повестку, выбрать более жесткую в отношении Кремля, чем многие ожидали. В моем представлении во многом это произошло, потому что он боялся показать, что он слаб или что он идет на поводу в Москве. Так и здесь. Если он начнет говорить, что он не смог говорить Путина, возникнет много разговоров о том, что вот все-таки есть какая-то связь у него с Москвой, и вообще вот он диктаторов любит. А здесь он же занял какую позицию? Путин, я уже уговорил. Путин уже сделал огромное одолжение. Как сказал Трамп, Путин согласился не захватывать всю Украину. Вот он согласился ее не захватывать. Тут вопрос в том, что, конечно, никто Путина не спрашивал пока, но тем не менее. А вот Зеленский, Зеленского надо уламывать. Вот не хочет человек, иррационально не хочет. Что может сделать с иррациональным человеком? Ну, в конце концов, и все-таки обещал, и в предвыборной кампании говорил: хорошие отношения, я договорюсь. Но вот еще один вопрос про роль личности в истории. Выглядит, конечно, визуально, картинка, и что по телевизору показывают, и что говорят официальные лица, как будто бы действительно все это Дональду Трампу показывают. Украина рассказывает, действительно вызывает сочувствие у многих, удары, и мирные погибают. Россия тоже показывает, что вот, мол, по нам тоже стреляют, и МИД много рассказывает. И сейчас YouGov, Ipsos, другие соцопросы в Америке показывают, что рейтинги Трампа падают. Примерно на уровне 40% они держатся. Это значит, что, может быть, динамика этого показывает ли, что в скором времени, может быть, личное отношение Трампа к каким-то вопросам перестанет влиять на государственные решения? Но если мы говорим о том, что Трамп куда-то денется, я не думаю, что мы его внезапно потеряем. Все-таки его рейтинг, насколько я понимаю, все еще выше, чем был рейтинг Байдена. А там Байден, в общем, был не то чтобы бесконечно далек от того, чтобы выиграть
перевыборы. Он не стал в них участвовать, и у него были не очень высокие рейтинги, но он не был безнадежен, уж не говоря об отставке. Тем более, что куда-то деть Трампа можно только получив под контроль Сената и Конгресс, что не очень видится возможным. А те 40%, которые его продолжают поддерживать, это, в общем, убежденные сторонники республиканской партии в основном, что означает, что поддерживаемые им кандидаты будут продолжать побеждать на праймерис, а те, кто ему не понравится, будут проигрывать. Тем не менее, важно, понятно, что он не молодой человек, всякое может случиться. Тем не менее, важно понимать также, что все-таки это падение рейтингов – это не Украина, конечно. Это в первую очередь инфляция, это в первую очередь история с пошлинами. Это то, на чем сфокусирован в целом американский избиратель, тем более избиратель Трампа. Поэтому тут Украина остается темой второстепенной для него. И нерешенный украинский вопрос плохо звучит, конечно, но вот нерешенный этот вопрос, он не обрушит рейтинги Трампа. Ну, не окончательно решенный, да, я понимаю. Нет, я не думаю, что он обрушит его рейтинг, тем более мы уже видим, как он говорит, что пошутил про то, что в первый день регулирует войну. Это не помогает. Это случай, когда, безусловно, решенный вопрос сильно помог. Потому что это можно принести в клюве как вот победу. Но нерешенный нет. Я не думаю, что пока там не случаются какие-то тектонические изменения, что это сказывается на его поддержке. Борис, спасибо. Политолог Борис Пастухов объяснял, что Трамп и Штаты ждут от так называемого финального предложения по миру между Россией и Украиной. А вам спасибо, что досмотрели до конца. Поделитесь своими ожиданиями в комментариях. Ждете ли вы финальное предложение или самое финальное, а может быть, на этот раз прям совсем финальное предложение, или вы уже ничего не ждете, ни позитивного, ни негативного от всего переговорного процесса. В любом случае, мы с вами увидимся в комментариях и на следующей неделе в программе «Лицом к событию».